修罗的气息。你如果选择成为他，Узнав в одном из прошлых видео, что Сяову получит силу Асуры, многие подумали, что именно она станет новым богом Асурой, а не Тансан. Однако на самом деле это не так. Асура с самого начала выбрал Тансана, и Сяову его никак не заменит. Тансан точно будет двойным богом и сможет менять положение Асуры и морского бога по своему усмотрению. Но Сяову использовалась для того, чтобы было возможным такое двойное положение Тансана. В том видео мы рассмотрели роль Сяову в этом намерении Асуры сделать Тансана своим преемником. По сути, она была сосудом силы Асуры для Тансана. И сама по себе Сяову не была Асурой. Хотя она станет настоящим богом Асурой в одном из следующих частей боевого континента. Тогда Сяову станет полноценным богом-королем, как и Тансан. Как мы говорили, Сяову ножны для меча Асуры. Сначала Тансан мог вызвать положение Асуры благодаря слиянию Сяову, но впоследствии это не понадобится. Тансан будет по своему желанию переключаться между божественностью морского бога и Асуры. Сможет ли он одновременно высвободить силу двух богов? К сожалению, нет. Тансан может активировать положение одного бога за один раз, или поменять их, но только не одновременно. Это чем-то похоже на его два духа. Он не может использовать навыки обоих духов сразу, молота чистого неба и сине-серебряного императора. Нужно переключаться на определенный дух и только потом применять его умение. С другой стороны, держа в правой руке трезубец, а в левой меч Асуры, Тансан был бы самым могущественным божеством, и не только во вселенной боевого континента. В трейлере к фильму показано, насколько нелегкий выбор придется сделать Тансану. Если он выберет силу Асуры, он сможет спасти всех дорогих ему людей, но в то же время он их потеряет. Что это значит? Скорее всего, под этим имеется в виду, что став Асурой, он покинет боевой континент и поднимется в божественное царство очень быстро. Его положение смотрителя порядка обязывает его постоянно следить за другими богами, чтобы никто не нарушал правил божественного царства. Также он является исполнителем приговоров, своего рода палачом в божественном царстве. Но Сяову, конечно же, он заберет с собой, как и своих родителей. Но многие его учителя, в том числе великий мастер, останутся в мире людей. Однако есть и другой смысл этих слов. Некоторые думают, что бог Асура просит Тансана отказаться от своего статуса морского бога и унаследовать его положение бога Асуры, потому что морской бог – это бог первого класса. Он, конечно, силен, но недостаточно. Он может защитить родных и близких только на время, но сможет ли он спасти их от любых врагов? В конце концов, противниками Тансана были силы божественного уровня – бог-ангел Тенринсюэ и бог Ракшаса Бибидун. Тансан не мог победить этих двоих, полагаясь только на силу морского бога. Но для Тансана стать Асурой – это другое дело. Бог Асура – один из 5 великих королей богов в божественном царстве. И его статус и сила еще выше, чем морского бога, а также выше богини ангела и Ракшасы. Только став Асурой, Тансан сможет по-настоящему защитить тех, кто ему дорог. Согласно оригинальной книге, у Тансана не было другого выбора, кроме как победить Тенринсюэ и Бибидун в конце концов. И это стало возможно благодаря силе Асуры. Это киноверсия Тансана Асуры. Даже со спины чувствуется его страшная аура. Его длинные волосы похожи на водопад. Белые волосы сочетаются с черными доспехами. Смотрится очень красиво. В то же время, как сильнейший мастер с наследием бога Асуры, мощная сила бога текла в его венах, как бы предвещая его предстоящие битвы и приключения. В ярости, когда у Тансана включался режим Асуры, он выглядел похоже. Например, это было хорошо видно во время испытания титулованной морской иллюзией. В целом, облик бога Асуры Тансана очень крутой, он не уступает образу морского бога. Напишите в комментариях, какая внешность Тансана вам нравится больше, Асуры или морского бога. Итак, Асура передал свою силу Сяову. Она будет служить в качестве носителя его силы для Тансана. Он согласился. К тому же меч Асуры, который получила Сяову, содержал в себе всю божественную силу тончения, накопленную за время прохождения 8 испытаний Асуры. Вот почему ни Тансану, ни Сяову не нужно снова с самого начала проходить испытания Асуры. Тансан знал, что меч не причинит вред Сяову, но все же беспокоился о ней. Наследие божественности Асуры не было шуткой. Внезапно этот гигантский кровавый меч превратился в 9 красных потоков, парящих в воздухе, каждый из которых вливался в Сяову. На коже Сяову появились темно-красные волшебные узоры. Они скорее были как энергия, парящая в дюйме над ее кожей. Тансан ясно чувствовал, что эта энергия содержала в себе ужасающее присутствие. Это намерение убийства заставляло хмуриться даже его, морского бога. Сяову ничего не почувствовала, она только почувствовала, как 9 прохладных потоков вошли в ее тело, невероятно освежая.
Очень скоро эти 9 потоков слились в ее теле, и темно-красные узоры постепенно растворились в ней. Тансан также вздохнул с облегчением. По крайней мере, в данный момент проблем не было. В тот момент Тансан не знал, что хотя часть энергии его сферы Асуры передалась Сяову, но сфера Асуры на его молоте чистого неба не исчезла. Меч Асуры слился с Сяову, но все было абсолютно не так просто, как он себе представлял. Лишь спустя некоторое время Тансан обнаружит, что он будет настоящим Асурой, а не Сяову. Хотя в этот момент Тансан думал, что Сяову была выбрана Асурой. Ждем этих крутых моментов, а также ожидаем появления Тансана в образе Асуры. В этом видео также хочу поблагодарить за особую щедрость Алексея и единственного зрителя. Ваши сообщения, правда, очень приятно читать и мотивируют продолжать заниматься этим делом. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, почему Асура так сказал, что Тансан, приняв его силу, сможет спасти своих близких, но в то же время потеряет их. Что значат эти слова? Подписывайтесь на канал и всем пока.